Ассаламу алейкум, комбатты достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на канале. Наконец-то я добрался, чтобы сделать свое впечатление, реакцию, да, то, что я получил от концерта Димаша 14 сентября 2024 года в Астане. Знаете, те, кто не смог поехать, мне на следующий день после приезда, рассказывай, как было. А знаете, я говорю, трудно же рассказать вот эти яркие, незабываемые эмоции. Вот как передать, да? Я говорю, чтобы это все, то есть получить, да, наслаждение, удовольствие, это просто надо быть там. Конечно, я попытаюсь что-то сделать. Свои эмоции передать. Первым делом, друзья, каждый концерт новый Димаша — это что-то новое, потому что Димаш никогда не перестает удивлять. Он всегда что-то находит. Какая-то идея всегда у него присутствует. Он такой человек. Сразу вот первое. Это костюмы, да, вот что бросается в глаза. Это оформление декораций, сцены, это хореография. И костюмы, вот заметьте, каждый концерт, они разные, вообще необыкновенные. Вообще, я так хочу сказать, респект модельерам, всем, кто подбирал одежду, экипировку, как еще можно сказать, костюмы Димашу, респект большой. И о впечатлениях, конечно же, это все завораживает, потому что мы и так слушаем композиции Димаша, да, с открытым ртом, а тут вы представьте это вживую. И тем более мы в этот раз взяли с супругой в фан-зоне. Действительно, наконец-то мы увидели рядом Димаша. Вот я пробрался, супруга не смогла, буквально 3 метра нас разделяло. И вот я снимал, смотрю на него, снимаю, смотрю на него, потом смотрю на камеру, она у меня криво, давай подправлять ее. В общем, там есть, я выкладывал видео, где я прям кричу. Что остается делать, да, от восторга, от восхищения. И вот при очередном крике моем, я когда кричу, и в общем у меня себя не хвалят. Нормальный такой бас, что все оборачиваются, смеются. И Димаш услышал, и вот он показал движением тела, да, своего, что он услышал, и вот он слышу, типа я, и показывает движение, типа тоже благодарит, да, что вот внимание к нему, восхищение им. Еще, сейчас, знаете, вот сейчас начинаешь в душе это, что еще, вот, бывает, когда нужные слова, да, не можешь найти. Еще то, что дух захватывает, это понятно, это шоу, это феерия. Так, и вот по костюмам я говорил, да, по вот это духу, да, вот, музыкального шоу, захватывающее. Это тебя один раз схватывает и до самого конца держит, да, в таком, композиции, да, песни. Вы возьмите большинство песен, это Димаш у нас учит, да, дает такие уроки философии, да, понятия бытия на этой земле, в этой жизни. Посмотрите эти произведения, «История одного неба», испанская, вот я не могу запомнить название, но я один раз посмотрел, как же она переводится. По-моему, «Любовь в тебе». И вот где Димаш на большом экране, да, в светлом, в черном и в красном. Понятно, тут это бесконечная тема, это
добро и зло, то есть белое добро, черное зло. И, и вот эти песни, они не просто, да, вот, заставляют тебя, не заставляют, а дают тебе наслаждение, а еще дают повод задуматься о нашей жизни, да, о том, что эта жизнь одна. И вот еще можно сказать, что мы в этой жизни гости, мы все уйдем, мы пришли, мы уйдем из этого мира. Поэтому Димаш часто такие вопросы поднимает во многих его песнях. И знаете что, и мне такое ощущение кажется, ну и сам каждый раз себя на этом ловлю, что музыкальное шоу, концерт Димаша — это еще прозрение. Ты понимаешь, что к тебе приходит прозрение еще раз, потому что Димаш тебе напоминает, что люди, жить надо в гармонии, в добре, да, в мире, спокойствии, что он противник этих войн. Сейчас, в последнее время, как неспокойно в мире, да? Вот Димаш постоянно это подчеркивает. Не было концерта, чтобы он об этом не сказал. В этой песне душераздирающая история одного неба. The Story One Sky, по-моему, так, да, на английском. И вот прозрение еще раз приходит, ты думаешь и тоже впадаешь как бы в такую трансформацию, да, что перестраиваешься как бы и начинаешь осмысливать все это. А вот я даже читаешь постоянно, слушаешь Димаша и комментарии обязательно читаешь, потому что всегда есть новые дирс, новые фаны, они каждым разом они прибавляются. И вот даже там кто-то написал, что молодая девушка пришла и просто начала плакать дома. Вот то, о чем я говорю, прозрение, да, приходит. Еще, и кстати, что я заметил, да, вот на этом концерте, вот в сравнении с в Алмате, когда было та же Астана, да, 5 лет назад, молодая аудитория помолодела, да, больше молодежи стало. Вот я честно говорю, вот я заметил это сразу прям. Потому что я давно говорил, что у Димаша от маленького, да, там, 5-летнего и до 75-летнего это аудитория, поклонники. Скажите, хоть у одного певца еще есть такая аудитория? У всех свой контингент, да, возрастной, там 30-летние, 40-летние, 20-летние, а у Димаша от мала до велика. Это о чем говорит? Что у него музыка не просто там, тарарам, да, а у него все равно она высокая, духовная, не просто там напел, да, там посвистел и все. Это она, и то есть его голос, и вокал, ну все оно соединено в одно целое, оно сгенерировано, да, в прекрасную вот эту энергию, которую он излучает, которую дает он нам. И поэтому я говорю, с каждым разом больше и больше, и вот молодежи уже присоединяются. Я вот это заметил, и знаете, это так радует. И думаешь, еще не все потеряно с нашей молодежью. Друзья дорогие, ну вот так. Еще что, вот много впечатлений можно охватить, потому что сейчас тоже в обеденное время вот это говорю, потому что на работу надо идти. И я так думаю, что это первая часть, да, как вступление. Я думаю, продолжу, наверное, еще запишу свои впечатления, свои эмоции, свою реакцию. Отдельно еще о композициях поговорим, новые композиции. Ну, друзья, вообще слов нету. Димаш нас балует страшно. Вот эта новая композиция вообще это что-то. Сколько уже, да, вот I've Got You, и Weekend, и My Angel, да, на казахском, там третий куплет на китайском. Да. Ну, и вот эта песня, тоже, оно, блин,
продирает. А те композиции, которые в дуэте исполнил. И вот недавно тоже Димаш презентовал, но это об этом отдельно. Ну, в общем, столько впечатлений ярких. В общем, душа радуется, кайфует, я не знаю, получает наслаждение. Друзья, до второй части